Секретная база на Памире. Китай усиливает военное присутствие у границы с Афганистаном. Туран Research Center. Китай развернул в Таджикистане секретную базу. Объект находится в Памирских горах, всего в нескольких километрах от афганской границы. Об этом говорится в расследовании Туран Research Center. База рассчитана примерно на 500 человек, оснащена вертолетной площадкой и используется для контроля приграничной зоны. Это один из первых подобных объектов Китая за пределами страны. Наращивание китайского присутствия происходит на фоне серии нападений на китайских рабочих в регионе в 2025-2026 годах. Вблизи границы действуют боевые группы, связанные с Вилаят-Хорасан, афганской ячейкой террористической группировки «Исламское государство». Таджикистан рассматривается Китаем как буфер для защиты своего Синьцзян-Уйгурского автономного района от проникновения радикальных исламистских групп с территории Афганистана. В Синьцзяне проживают уйгуры, исповедующие ислам суннитского толка. При этом Китай избегает прямого военного вмешательства и усиливает безопасность через инфраструктуру, обучение и координацию с местными силовыми структурами, говорится в расследовании. Процесс Урумчи. Китай формализует роль арбитра в треугольнике с Кабулом и Исламабадом. На фоне ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, рассматриваемых как ключевой фактор региональной энергетической и морской безопасности, завершившиеся в Урумчи интенсивные консультации между представителями Китая, Пакистана и Афганистана фиксируют переход Пекина к активному управлению региональными рисками. По итогам встреч официальный представитель МИД КНР Го Цзикунь обозначил контуры того, что теперь называется процессом Урумчи – институционализация посредничества. Недельный формат переговоров и присвоение им названия «процесс Урумчи» указывает на то, что Китай намерен модерировать отношения Пакистана и Афганистана на постоянной основе, не отдавая эту инициативу внешним игрокам. Безопасность как условие транзита. Китай прямо называет терроризм стержневой проблемой в отношениях сторон. Для Пекина это не вопрос идеологии, а вопрос физической сохранности инфраструктуры пояса и пути. Без стабилизации афгано-пакистанской границы любые проекты расширения логистических коридоров из Центральной Азии на юг остаются высокорискованными. Региональный прагматизм, акцент на мусульманском братстве соседей в официальном коммюнике – это дипломатический реверанс, за которым стоит требование Пекина прекратить трансграничные стычки, мешающие торговле. Почему это важно для региона? Пекин подтвердил готовность выступать гарантом диалога. Стабильность в этом треугольнике напрямую влияет на безопасность маршрутов и коммуникаций в Центральной Азии, о которых упоминалось ранее. Если процесс Урумчи станет устойчивым механизмом, КНР сможет де-факто замкнуть на себе вопросы безопасности ключевых узлов евразийского транзита. Отметим, что в дни войны США и Израиля против Ирана афганские силы начали контратаки против пакистанской армии вдоль линии Дюранда в приграничных провинциях, включая Кандагар и Хост, на фоне обострения после мартовских авиаударов Пакистана по целям в Кандагаре. В ответ афганская сторона атаковала пограничные посты, а наиболее интенсивные бои, по данным источников, идут в районе Гулам-Хан, где уничтожены пакистанский комиссариат и 2 поста. На этом фоне отметим, что Иран рассматривает происходящее не как изолированную военную кампанию, а как часть более широкой геополитической конфигурации, в которой внешние экономические и логистические каналы продолжают функционировать. На фоне ударов США по ракетной инфраструктуре Ирана сообщение о том, что было зафиксировано 5 поставок перхлората натрия, ключевого компонента твердого ракетного топлива, направлявшихся из Китая в Иран с начала войны, вписываются в эту логику. Отмечается, что суда отключали системы отслеживания во время маршрута, как минимум 2 из них указывали ложные пункты назначения, а все 5 судов принадлежат иранским судоходным компаниям, находящимся под санкциями.
Сообщается, что объем этих 5 поставок может быть достаточным для производства примерно 785 баллистических ракет, что указывает на сохранение потенциала восполнения ресурсов. США тратят значительные ресурсы на уничтожение ракетной инфраструктуры, тогда как поставки сырья позволяют компенсировать потери и восстанавливать возможности. Такая динамика рассматривается как повторяющийся цикл, при котором удары не приводят к стратегическому результату, а лишь временно замедляют процессы. В этом контексте сотрудничество с Китаем трактуется как нормальная коммерческая деятельность в рамках альтернативной экономической системы, не подчиненной западному давлению. Иран исходит из того, что противостояние носит затяжной характер, где ключевым фактором становится способность к адаптации, восстановлению и поддержанию стратегического баланса. Один сигнал, и баланс сил изменился. Китай сделал жесткое публичное заявление, которое мгновенно повлияло на глобальную конфигурацию. Виктор Гао, неофициальный представитель жесткой линии Пекина, заявил: «Я хочу сказать правительству Израиля, если Израиль применит ядерную боеголовку против любой страны, включая Иран, это будет означать уничтожение Израиля как государства». Заявление прозвучало открыто, не через утечки и не кулуарно. Это первый случай, когда китайская сторона столь прямо обозначает последствия для государства, связанного с США. В экспертной среде это воспринимается как сигнал. Прежние гарантии безопасности больше не выглядят безусловными. На этом фоне переговорные позиции Ирана усиливаются, а страны Персидского залива начинают пересматривать свою архитектуру союзов. Фигура, озвучившая заявление, не является официальным лицом, однако в Пекине подобные заявления часто отражают реальные сигналы стратегической линии. Речь идет не о риторике, а о смещении баланса. И это произошло не за месяцы, в рамках одного заявления. Кроме этого, Китай категорически не потерпит независимости Тайваня. Таково было послание председателя КНР Си Цзиньпина на встрече с Чен Ливэнь, председателем крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, Гоминьдан. Чен находится в Китае с тем, что она называет «миссией мира», чтобы снизить напряженность в то время, когда Пекин усилил военное давление на Тайвань. Она использовала свою поездку, чтобы призвать к примирению между двумя сторонами. Во время встречи в Доме народных собраний в Пекине Си сказал Чену, что мир – это большая ценность. Независимость Тайваня является главным виновником подрыва мира в Тайваньском проливе, и Китай категорически не будет это терпеть или потворствовать этому. И в конце отметим, что буквально недавно Трамп прилетал в Китай, и, безусловно, обсуждался вопрос Тайваня. Посмотрим, что будет через пару недель. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.